связано со старыми церквями, заброшенными зданиями, памятниками архитектуры Тюмени. Мы постараемся приоткрыть завесу тайны некоторых из них. Но прежде предлагаю проверить знания местных жителей о легендах и мифах Тюмени. Скажите, знаете ли вы какие-либо легенды или мифы о городе Тюмени? Да, я знаю, вроде как. Как вы скажите? Ну, если я не ошибаюсь, вроде в доме музея Колокольникова есть призрак, вот, он до сих пор находится. Его не раз замечали сотрудники работающие там и охранники. Спасибо большое. Может быть, вы слышали о призраке в доме Колокольникова? Да, о нем слышала, в интернете читала. А может быть, вы еще слышали про самоубийцу на пожарной каланче? О нем не слышала, но точно знаю, что с мостом что-то связано, на всех районах там все ушла под воду, и многие погибли. И поговаривают, что там до сих пор люди говорят, призраки. Там не знали доживы, да? Спасибо большое. По улице Коммунаров у меня жил родственник. Он рассказывал, что искатели кладов приходят и ищут. Но так как он там жил давно, он знал, что земля перевернута уже. И они ищут зря. Интересная легенда. Спасибо большое. Пожалуйста. Больше никаких не знаете легенд? Нет. Ну, еще я ходил в музей краеведческий, там же, в республике, там же, столица. И потом музей местных народов Ханты, за городом, я ездил туда. Ну, я удивился, что там прямо на ровном месте, на лугу, растет золотой корень. Я из него дома делаю салат, а там он просто так растет. Ну, в то время был выходной, я не поговорил с музеем по местным жителям. Благодарю вас большое. Спасибо. Спасибо большое. К нашему удивлению, тюменцы оказались достаточно осведомлены о легендах и мифах. А теперь давайте окунемся в историю нескольких известных каждому жителю зданий Тюмени. Жемчужиной деревянного зодчества Тюмени по праву является усадьба купца Колокольникова. Сейчас она исполняет роль музея, который может посетить любой желающий. Говорят, в ней побывали многие влиятельные личности XIX века, даже сам император Александр II. Приезд Александра II также запечатлен среди экспонатов усадьбы. Усадьба Колокольникова знаменита не только своими экспонатами, но и интереснейшими легендами. Говорят, что каждое новолуние здесь появляется призрак купца Колокольникова. Сейчас вы можете видеть фигуру Колокольникова за моей спиной. Считается также, что по ночам в музее является призрак Ивана Петровича Колокольникова. Также говорят о том, что в здании торговой лавки, расположенной рядом с усадьбой, тоже происходят странно необъяснимые вещи. Хлопают дверцы шкафов, раздаются непонятные шаги по ночам. Сотрудники музея утверждают, что наблюдали эти картины несколько раз. Призрак Ивана Петровича Колокольникова, так же как и Текутьева, недоволен тем, что большевики разграбили его имущество и жестоко расправились с его родственниками.
связана еще одна легенда. Местные жители говорят, что по ночам здесь видят призрака Ивана Андреевича Текутьева, бывшего купца Тюменского. Хотя это довольно странно, так как кладбище Текутьева находится в совсем другом месте, в центре города. Но именно с этим местом связано появление призрака, так как здесь было его захоронение. Местный сторож утверждает, что он даже беседовал с ним. Он говорит, что призрак очень недоволен тем, что большевики разграбили его ценности. Церковь, основанная в 1786 году, в начале 20-х годов прошлого столетия использовалась как тюрьма для пересыльных, которых расстреливали и закапывали во дворе. Затем, после окончания Великой Отечественной войны, советские власти открыли здесь библиотеку. На данный момент она является нерабочей, однако как верный часовой ночью здесь появляется призрак Текутьева и упрекает наше поколение. Призрак купца утверждает, что молодые барыни и господа позабыли стыд, сквернословят, дымят сигаретами, что в его времена было неприемлемым. Сейчас мы направляемся к зданию пожарной каланчи. Об этом объекте нам подробнее расскажет местный житель. По словам тюменца Николая Плеханова, каланчу построили в начале 20 века, и пожарные постоянно несли здесь вахту. При виде пожара они сразу били в колокол. Однажды Николаю Плеханову довелось увидеть на каланче человека, что очень удивило мужчину, ведь башня давно не использовалась. Человек был в странном шлеме, подобный которому сейчас нигде не встретишь. Плеханов увидел, как мужчина в шлеме упал с каланчи вниз головой. Подобный мираж видел не только Николай Плеханов, но и многие другие. Местные утверждают, что в 30-х годах один пожарный не смог спасти в пожаре ребенка и сбросился с башни. С тех пор неугомонный призрак сводит счеты с давно угасшей жизнью, приводя в недоумение жителей города. Мы не знаем точно, правда это или вымысел, поэтому мы решили обратиться к специалисту. Согласно проведенному в 2005 году Институтом Гэллопа опросу, 37% американцев верят в существование домов с привидениями, а в соответствии с опросом 2013 года 47% верят в призраков. Это удивительные цифры, однако когда вы в следующий раз услышите жуткий звук, не вызывайте охотников за привидениями. Лучше обратитесь к ученым, ведь для каждой тени, полтергейста и потустороннего голоса существует рациональное объяснение. Сегодня мы расскажем о нескольких таких. Поехали! Электрическая стимуляция мозга. Тени людей наблюдали напуганные очевидцы со всего мира. Этих темных существ можно заметить уголком глаза, но при пристальном взгляде они исчезают. Многие считают их демонами, другие думают, что это астральные тела, а некоторые полагают, что они путешественники во времени, бывшие здесь секунду назад, а затем отправившиеся дальше. Тем не менее, у некоторых исследователей есть и более шокирующие теории. Когда швейцарские ученые воздействовали на больную эпилепсией пациентку с помощью электрической стимуляции, дела пошли совсем жутко. Пациентка сообщила о тени человека, сидящего позади нее и копирующего каждое ее движение. Когда она села, тень тоже села, а когда пациентка наклонилась вперед и обхватила руками колени, тень обвилась вокруг ее тела и держала ее. Врачи попросили пациентку прочитать карточку, но когда женщина попыталась ее взять, тень выхватила карточку у нее из рук. Ученые случайно стимулировали левый височно-теменной узел, часть мозга, отвечающую за восприятие человеком себя. Вторгшись в область, помогающую нам отличить себя от других, врачи отключили у пациентки способность воспринимать собственное тело, что привело к созданию тени подражателя. Инфразвук. Увидев серое привидение рядом с письменным столом, исследователь Вик Тенди забеспокоился, что в его лаборатории могут обитать привидения. Но на следующий день Тенди сделал интересное открытие. Во время подготовки к фехтованию он поместил шпагу в тиски, затем ученый заметил, что лезвие вибрирует само по себе. Он понял, что сила, воздействующая на шпагу, должна быть ответственна из-за появления привидений в его лаборатории. Вик Тенди имел дело с инфразвуком.
Люди могут слышать до 20 тысяч Гц, но мы не можем различать звук ниже 20 Гц. Этот тихий шум называется инфразвуком. И хотя мы не можем слышать его, мы можем его почувствовать как вибрации. Доктор Ричард Вайсман считает, что мы можем чувствовать эти волны своим телом, особенно желудком, и они могут вызывать как позитивные эмоции вроде благоговения, так и негативные вроде страха, беспокойства или даже паники. Инфразвук может возникнуть из-за бурь, ветра, погодных условий и даже бытовой техники. Но мы вернемся к Вику Тенди. После того, как он наблюдал вибрацию своей шпаги, он узнал, что в его лаборатории был установлен новый вентилятор. И, конечно же, он был источником звука на частоте около 19 Гц. Доктор Вайсман считает, что эти колебания часто становятся причиной паранормальной активности в местах с привидениями. Например, при исследовании 2 канализационных стоков он обнаружил доказательства инфразвука, движение над головой, производимое машинами и людьми. Вайсман считает, что именно это объясняет появление призрачных фигур и жутких шагов в таких местах. Конвекция. Представьте, вы исследуете жуткий запустелый особняк посреди ночи, и вдруг воздух холодеет. Однако, когда вы делаете несколько шагов вправо или влево, температура воздуха становится нормальной. Парапсихологи называют это холодным пятном. По словам охотников за привидениями, холодное пятно является признаком паранормальной активности. Когда призрак решает появиться из воздуха и до смерти напугать людей, он нуждается в энергии, поэтому забирает тепло из окружающей среды, в том числе из человека, и появляется. Тем не менее, у ученых есть гораздо более простое и скучное объяснение. Когда скептики исследовали дома с привидениями, они обычно обнаруживали, что прохладный воздух входит в дом через дымоход или окна. Но даже если комната полностью изолирована, есть и другое объяснение. Каждый объект имеет свою собственную температуру, и некоторые поверхности теплее, чем другие. В попытке выровнять температуру в помещении объекты пытаются избавиться от избыточного тепла. Этот процесс называется конвекцией. Теплый воздух движется вверх, а холодный остается внизу. Аналогичным образом сухой воздух во влажном помещении тоже опускается вниз. Подобные завихрения воздуха человеком ощущаются как прохлада, что создает впечатление холодного пятна. Так что в следующий раз, когда почувствуете присутствие призрака, включите обогреватель. Проблемы с камерой. Охотники за привидениями любят и одновременно с тем ненавидят шары. Эти шары света якобы являются духами людей, уже ушедших из жизни, но еще не успевших попасть на тот свет. Невидимые для человеческих глаз шары можно увидеть только на фотографиях, а вот тут все немного сложнее. Скептик Брайан Даннинг утверждает, что когда пятнышко пыли или жучок находится слишком близко от объектива, они отображаются на фото в виде размытого круга, а благодаря вспышке этот шар становится ярким, таким образом его принимают за призрака. Вполне объяснимая ошибка, не так ли? Даже большинство тех, кто верит в призраков, к фотографическим доказательствам относятся скептически. Парапсихолог Памела Хит, хоть и считает, что существуют фотографии настоящих призраков, указывает на несколько естественных причин появления на фотографиях шаров. Тонкие волоски, грязные или мокрые линзы, отражение в линзах или движение во время экспозиции. Многие веб-сайты, посвященные паранормальным явлениям, перестали принимать фотографии, поскольку им присылают слишком много ошибочных. Итак, благодаря общим представлениям о том, как работает фототехника, шары на фотографиях нельзя признать доказательством существования призраков.